Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Япония не намерена выходить из проекта Arctic SPG-2. Александр, что такое происходит с нашими противоборствующими странами? Они же все говорят, энергоресурсы из Российской Федерации плохо. Они сами себе все запрещают. И в дверь, а они в окно. Это как? И насколько это серьезно? Давайте начнем с того, что речь идет в данном случае о заявлении участника, который владеет долей в консорциуме, долей в 75% в консорциуме, который занимает 10% в этом проекте. То есть, не сказать, что это вообще ничего не решающий участник, там есть и более скромные участники, но, скажем так, это один из наименее значимых по доле участников этого проекта, в котором 60% принадлежит Новатэку. Вот. И поговорить, наверное, стоит здесь не про Arctic SPG-2 даже в какой-то мере, потому что, что по него говорить? Проект крупный, да, безусловно, крупный. Отгрузки с него вроде как начались. Это очень хорошо, это крайне позитивный сдвиг. А насколько эти отгрузки продолжатся, это, пока вопрос. Можно будет делать какие-то выводы по итогам 2025 года, исходя из стабильности этих поставок, исходя из объемов этих поставок и направления этих поставок. Соответственно, можно будет делать вывод об осуществимости или неосуществимости тех параметров, которые в Arctic SPG-2 заложены. То есть мы сейчас с вами находимся в ситуации, когда только-только была снята пауза, продлившаяся крайне много времени. То есть Arctic SPG-2 полноценно должен был уже работать, но ввиду санкционных ограничений проект пришлось фактически поставить на паузу. Вот сейчас пауза снята. Если она не будет возвращена, если ничего не произойдет, если никаких там дополнительных санкций не будет, что ж, хорошо, можно будет поговорить про проект отдельно, пока просто про сам проект говорить рано. Мы будем считать, что мы в начале некого пути, неких сдвигов, и насколько эти сдвиги выйдут на долгосрочные, приобретут характер долгосрочного процесса, мы пока не знаем, знать не можем. Мы можем только надеяться, что да, вот у проекта все будет хорошо. Вот. Это первая важная оговорка, без которой дальнейший разговор выглядел бы, наверное, странно. Почему мы тут начали с Arctic SPG-2 и тут перешли, в принципе, на поставки СПГ. Тем не менее, мы сейчас с вами перейдем, в принципе, на поставки СПГ. Мы поговорим на эту тему. Если мы посмотрим на события 2024 года, мы увидим, что там роста особого не было. То есть рост был одним из минимальных рынка СПГ, минимальных увеличений этого рынка за последние лет 5, пожалуй, начиная с 2020 года, когда прирост был примерно 0,4%, а вот в прошлом году порядка процента. Это крайне незначительная величина. И мы с вами наблюдали в прежние периоды подобного рода низкую динамику. Но эта низкая динамика потом оборачивалась следующим процессом. Масса проектов начинала вводиться просто один за другим за короткий промежуток времени, и на мировом рынке возникал избыток предложения. При том, что термин «мировой рынок» я использую с крайне степенью осторожности. По сути, это фикция. Нету никакого мирового рынка газа. Нету мирового рынка СПГ, по большому счету. Хотя тут можно немножечко поспорить, но для простоты мы все-таки используем термин «мировой рынок». Однако надо понимать, что есть крупные региональные рынки, на которых разные ценовые условия. Эти крупные региональные рынки постепенно сливаются в один крупный рынок, уже мировой рынок, но и СПГ является тем инструментом, с помощью которого это слияние будет происходить, но пока мирового рынка нет. Объяснение этого факта, точнее, как в подтверждение этого факта, я замечу следующее. В Евразии биржевые котировки одни, в Северной Америке совершенно другие. Там в Латинской Америке, точнее не в Латинской, в Южной Америке, там третьи. И мы видим, что ценовые условия в разных регионах мира очень сильно отличаются. Притом отличие этих условий не приводит к тому, что резко перераспределяются потоки СПГ на вот эти рынки, где более выгодные условия, с тем, чтобы постепенно происходило уравновешивание ценовых индексов. Смотрите, поясню.
Представим себе ситуацию вот такого, знаете, идеального рынка. В Азии, допустим, за газ предлагают $600, в Европе предлагают за газ $400, а где-нибудь там в Бразилии за газ предлагают $8. Хорошо, я в британских термических единицах вам пытался сказать. Нет, давайте так, $200. Куда пойдет газ? Газ, очевидно, пойдет туда, где платят больше. Там, где $600. Но чем больше газа будет идти туда, где $600, тем меньше там будут цены, потому что там будет возникать избыток, цены начнут снижаться. Как только цены снизятся до определенного порога, газ перестроится туда, где можно все еще заработать, пойдет туда, где предлагают $400. Там произойдет то же самое перенасыщение и снижение котировок. А потом они пойдут туда, где, можно вот в целом заработать. Повезут в Бразилию, допустим. Есть определенный уровень потребления. Как только этот уровень будет удовлетворен, цены начнут снижаться. Появится избыток, цены начнут снижаться еще быстрее. Произойдет отток предложения туда, где можно заработать больше. И постепенно за счет вот этих вот перераспределений цены везде будут выравниваться. Собственно говоря, вот есть мировой рынок нефти. Нефть разных сортов стоит одинаково во всех странах мира, с учетом стоимости доставки. То есть нету такого, что нефть сорта Brent в Европе стоит там $70, в Азии стоит $100, а в где-нибудь там, не знаю, в Бразилии той же стоит почему-то $300. А на газовом рынке такие перекосы вполне возможны. Может кратно отличаться стоимость природного газа. Нету мирового рынка. А почему же СПГ вот тогда не перераспределяется на разные направления? Почему же вот все еще мы наблюдаем, как там в Соединенных Штатах Америки, например, там, допустим, $100 за баррель, за 1000 кубов. В Европе $430 за 1000 кубов, а в Азии там 450, а то и $500 за 1000 кубов. А почему это так? Это так происходит по банальнейшей причине. Большая часть СПГ, по двум банальным причинам. Большая часть СПГ продается по долгосрочным и среднесрочным контрактам, порядка 70% от общего объема. И конкурентная и цена этого СПГ конкурирует зачастую не с другим газом, то есть конкуренция не газ-газ, как это говорят, происходит, а с ценой альтернативного топлива, в данном случае нефти и нефтепродуктов. То есть цена по этим контрактам привязана к стоимости нефти и корзины нефтепродуктов, а не к цене газа в других регионах мира, не к биржевым котировкам газа здесь. Биржевые котировки могут зависеть от цены, от биржевых котировок в других странах. Но нет, чаще всего вот такого рода движение происходит. Да, кстати, первое – это большая доля долгосрочных контрактов, и второе – это характер этих контрактов. То есть у вас есть конечная точка поставки этого газа, и цена газа зачастую привязана не к другому газу в других регионах мира, а вообще к другому продукту. И зависит от них, от нефти и нефтепродуктов. Вот. Но чем больше, поэтому стоит сделать уточнение. Не просто развитие продажи СПГ как такового должно приводить к формированию мирового рынка, а развитие вот этих краткосрочных контрактов, то есть развитие того сегмента, который сейчас 30% от всего рынка СПГ занимает, который можно перебрасывать с одного рынка на другой, ориентируясь только вот на эти ценовые сигналы. О, боже мой, в Европе подорожало, везем все в Европу. О, боже мой, в Китае подорожало, везем все в Китай. Вот такие движения будут приводить к тому, что постепенно цены выровняются. При том, что раньше, когда Европейский Союз в значительной степени зависел от нефтяной привязки, влияние азиатского рынка на рынок Европы было минимальным. Но чем больше Европа переключалась в ценообразовании на биржевой принцип, то есть отказываясь, в том числе в долгосрочных контрактах, на поставку российского трубопроводного газа, отказываясь от нефтяной привязки и переключая все контракты на биржевую привязку, тем больше становилось влияние на рынок Европы, рынка Азии. Это более крупный, более емкий, более перспективный, более интересный рынок, чем рынок Европы. И поэтому где-то с второй половины десятых годов, а прям конкретно и прям вот ярко выражено с конца десятых годов, рынок Европы и рынок Азии вошли в такой резонанс. Не резонанс, а взаимозависимость. И цена в Европе на газ, это эмпирическим путем подсчитано, цена в Европе на газ не должна опускаться относительно цены, точнее, биржевых показателей в Азии ниже отметки 80%.
Ну, то есть некая цена X, 100% в Азии, и вот цена в Европе должна быть 80% или выше. Почему? Потому что в значительной степени газ, который вливается вот в эти 30% краткосрочных, мечущихся по миру объемов, идет с восточного побережья Соединенных Штатов Америки. А если посмотреть на глобус и прикинуть пропускную способность какого-нибудь Панамского канала, то мы обнаружим, что везти газ в Европу просто ближе. Ну, транспортные расходы позволяют вам продавать в Европу газ, ну, точнее, вы везете газ, и с учетом транспортных расходов, даже при более низких котировках, вы можете получить больше прибыли, чем если вы повезете в Азию. Но тут включаются разные. Это если очень сильно упростить, без не упоминать различного рода интересные сюжеты, вроде пошлин на американский газ, который вводится в Китае, скажем, в 2019 году активно, и, скажем, в 2019 году активно воздействует на рынок, ну, потому что Китай прекращает покупать газ американского производства. Не брать примерно такой же сюжет 2025 года. Ну, то есть, если мы отбрасываем вот такие довольно важные, влияющие на рынок, но не меняющие радикально общее восприятие сюжеты, то вот выглядит ситуация таким образом. И поэтому же, вот исходя из всего ранее сказанного, мы не можем сказать, что когда возникает избыток предложения СПГ на рынке, то весь СПГ начинает торговаться по сниженным ценам. Ну, потому что мы видим, котировки падают, значит, весь СПГ, наверное, вот продается, ну, вот примерно вот по такой цене. Ну, вот как-то так. Можно, ориентируясь на эти котировки, делать какие-то выводы. Нет, потому что часть этого СПГ все еще продается с нефтяной привязкой. И все эти волнения на рынке на вот эти объемы не оказывают никакого, ну, практически никакого прямого влияния. Косвенное влияние, да, конечно, может происходить. Вы в рамках действующих контрактов можете отказаться от каких-то объемов газа, которые вам везут вот с нефтяной привязкой, если вы можете получить газ от других поставщиков ввиду избытка предложения более выгодно, ну, потому что биржевые котировки упали, а вы через биржу можете этот газ закупить. Есть и обратное влияние. Мы с вами видели, как в 2022 году китайские компании минимизировали закупки газа через биржу. Если в 2021 году через биржу было закуплено порядка 25 миллиардов кубов, то в 2024 году было, ну, чуть более 4 миллиардов кубов закуплено. Ну, то есть на 20-21 миллиард примерно, если округлять, закупки сократились. Почему? Потому что газ, который шел через биржу, стоил умопомрачительно дорого. Это было какое-то безумие. Надо было максимизировать закупки газа, который шел по трубе с нефтяной привязкой. Ну, или СПГ, который шел с нефтяной привязкой. Поэтому мы, кстати, в 2022 году увидели разнонаправленные движения на китайском рынке, когда Китай взял и сократил, в принципе, импорт СПГ. Но увеличил импорт трубопроводного газа. Вот. Увеличение импорта трубопроводного газа позволило сократить среднюю цену для китайских потребителей на газ. Потребителей не конечных, а вот этих оптовых, которые газ в целом закупают. То есть понятно, что оптовая цена, она не в полной мере транслируется в цену розничную. Вот. То есть мы с вами вот видим такие движения. Они могут быть разные. Могут увеличить закупки вот этого газа, идущего через биржу, могут сократить. Это, кстати, дает нам ответ на возможно возникший вопрос, а что ж все не перейдут на биржу, раз, ну, это как бы удобно. Мировой рынок будет там, вот это все. Ну, потому что иногда может быть выгоднее купить газ с нефтяной привязкой. А так в целом, если нету кризиса перепроизводства, кризиса, связанного с дефицитом газа, и цены с нефтяной привязкой, и вот эти биржевые котировки, они, ну, примерно на одном уровне. Понятно, что там отличия будут, там 15-20% в ту или иную сторону, но это отличие не определяющее. А вот сейчас мы с вами видим, как по трубе с нефтяной привязкой газ может идти там по $250-260 за 1000 кубов, а с вот этой вот газ-газ, там где, то есть вот это, через биржу он может к вам идти по цене в $500. Одновременно, то есть по трубе 250, а так 500. Это безумие, это кризис. То есть как бы мы говорим, вроде что, ну, некоторые исследователи говорят, что кризис кончился, ребята, расходитесь, не на что смотреть. Но любой чих на рынке приводит к вот этим ценовым перекосам. Приводит к тому, что происходит, ну, фактически мы наблюдаем кратную разницу. В отдельные периоды времени, конечно, но кратную разницу. Норма это 10, ну, там, хорошо, там, до 20% разницы. Но не в 2 раза же. Даже 80% это уже повод напрячься. А мы это видим.
Вот. И, возможно, да, так, нет, невозможно. И мы с вами сейчас находимся в ситуации, когда ряд ключевых игроков боятся, а другие ключевые игроки со стороны покупателей надеются на кризис избытка предложения. То есть в период с 26 по где-то 28 годы будут вводиться новые проекты, и на рынке может возникнуть избыток предложения сжиженного природного газа, что не в полной мере, но все-таки окажет влияние на все региональные рынки газа. Притом окажет влияние на все региональные рынки газа. То есть мы с вами можем увидеть, как с 26 по 28 годы там порядка 150, а то и 200 миллиардов кубов вбрасываются на рынок, а до 30 года там почти 250 миллиардов кубических метров на рынке вдруг окажутся. И фактически предложение сжиженного природного газа в ближайшие 5 лет может увеличиться на 50%. То есть если в прошлом году было чуть более 500 миллиардов кубических метров, то тут будет плюс 250 миллиардов за следующие 5 лет. Притом большая часть ввода вот с 26 по 28 года. И тут возникает следующее следствие из вот этого предположения, которым я и буду завершать этот ролик. Возможно, проблемы, с которыми сталкивается Арктик СПГ, а также ряд других проектов, отчасти во благо для вот этого условного мирового рынка. Во благо, потому что кризис перепроизводства не начал формироваться в 2025 году, а он мог сформироваться, исходя из тех планов, которые озвучивались еще в самом начале 2020-х годов. И кризис мог прийтись на 25-27 годы. И проблема Арктик СПГ-2 – это не единственные проблемы. Есть проекты, на которые не наложены никакие санкции, располагающиеся в Соединенных Штатах Америки, но ввод в эксплуатацию которых был перенесен на 3 года. С 24-го в 2024 году был перенесен на 3 года. Это довольно крупные проекты, там под 20 миллиардов кубических метров должно было производиться. То есть с точки зрения производителя, с точки зрения поставщика, вот этого оптового поставщика вот этого газа, который сотрудничает с производителем или является производителем, грядущий избыток не несет ничего хорошего. С точки зрения покупателей, отчасти да, хорошо, вы можете купить газ дешевле. Но в какой-то момент вы можете столкнуться с тем, что предложение начнет сокращаться, ну, потому что кто-то будет не вывозить такого рода торговлю, когда вы будете вести газ и продавать его либо ниже себестоимости, либо существенно ниже себестоимости. И вот из этого следует главный вопрос. А смогут ли так подстроиться под этот риск поставщики газа, потребители газа, чтобы избежать избытка предложения и избежать кризиса? Смогут ли в силу разных обстоятельств, в силу разных возможных предпринимаемых шагов как-то проскочить, пропетлять? Вот это страшно интересно. Это очень-очень интересно. И, ну что ж, мы вот с вами за этим наблюдаем, и любые изменения будем вам докладывать. Но самое главное, мы сейчас с вами поговорили о контексте, в котором эти изменения грядущие будут происходить, и в который вписывается и проект Арктик СПГ-2. На сегодня все. Александр, большое вам спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты, по которым можно поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Да, дорогие друзья, подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». На сегодня все. Всего хорошего.